Всем огромный привет! Сегодня, по идее, я должна была показать нашу кухню-гостиную, конечный результат. Но я передумала. Мы начнем с нашей спальни. Помоем окно, постелим постельное белье, все организуем. И если останется время, то закончу кухню-гостиную. Если нет, то уже в следующем видео. Сейчас мы поедем за Тёмкой, заберем его. Я кое-что куплю для готовки. Может быть, вам покажу. Вот, и потом мы продолжим. Смотрите, что я нашла. Постер и рамку. Сейчас посмотрим, куда можно ее применить. Ну все, мы приехали домой. Потратила 1200 рублей. Не купили ничего практически. Колбаса, сыр, масло и творог буду сегодня готовить. Все. Мне кажется, что цены растут каждый день, правда. Кстати, многие спрашивают по поводу волос, у кого Лерочка такая кудрявая. У меня волнистые волосы, с тем учетом, что я их уже 1000 раз расчесывала. Вот. Но я не знаю, хорошо это или плохо, потому что я всегда в детстве выпрямляла. Мне казалось, что с прямыми мне идет намного больше. Вот. Конечно, красиво, когда ты только помоешь волосы, у тебя такой большой объем. Я как-нибудь покажу вот после мытья только волос, какой объем. Красивые такие блестящие локоны, особенно если ты применяешь еще мусс. Но на следующий день, к сожалению, невозможно просто расчесать, и в этом минус кудрявых волос. Итак, для начала нам нужно будет разобрать вот этот мешок. Там у меня хранится постельное белье. Также еще полотенца, салфетки. Все уберем в этот комод, который стоял у нас в гардеробной комнате. У нас их два. Один мы оставили там, второй перенесли в нашу спальню. На самом деле Феде он не нравится, как он здесь стоит. Я потом в конце покажу, как это все выглядит. Но я все же настояла, потому что я всегда хотела, чтобы в каждой комнате было свое постельное белье. Вот вы только посмотрите, сколько у нас вещей в мешках. Это было, конечно, неудобно. У нас всего лишь 2 чемодана, поэтому там хранились наши вещи, а в мешках, в коробках хранились салфетки, скатерти, полотенца, постельное белье, покрывало. Также я купила подушки, одеяло и ничего не распаковывала. Думала, что не дождусь этого момента, но он настал наконец-то. У нас, конечно, много места под кроватью. Мы специально сделали такую кровать с подъемным механизмом. Но я думаю, там хранить то, что я использую редко. И не всегда удобно. Конечно, в самом начале, когда мы не планировали комод размещать в нашей спальне, я думала, что постельное будет лежать под кроватью. Но опять-таки, все это хранить пришлось бы в пакетах или в коробках. И поднимать постоянно кровать тоже неудобно. И да, сейчас у меня уборка, это не после ремонта. К сожалению, когда мы переехали, я сразу же убрала нашу спальню и не засняла этот момент. Я все убрала, помыла окна. Просто сами понимаете, что нам нужно было быстро переезжать, потому что уже невозможно было спать на матрасах. Тем более, зная, что у тебя уже стоит кровать и комната готова. Но организацию я не делала. Я знала, что я буду снимать. И окно я также помою сегодня, потому что, как вы все знаете, из прошлых роликов у нас пошел снег, и окна снова грязные. Пропылесосила я весь комод, помыла его, протерла. Думала еще коврик сюда постелить, как на кухне, но нет. Потом подумала, что лучше всего его применить в обувнице. Там он намного нужнее. Комод это из Икеи, он небольшой на самом деле. У нас все комплекты постельного белья семейные. И в этом комоде в одном ящике поместилось 2 комплекта. То есть тут 5 ящиков, 10 комплектов сюда помещается. Больше сюда никак не вмещается.
Но я спокойна, потому что у нас есть еще один комод в гардеробной комнате, и постельная детская, то есть Тёмкина, будет лежать там. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from my... После того, как все постельное я организовала, я решила поменять постельное белье. Как раз прошло 6 дней. Но самое главное нужно сделать, это поменять подушки. Они у нас бежевого цвета. Я их обожаю, они очень удобные. Покупали мы в Васильке, но я хочу белые, потому что когда застилаешь белое постельное белье, даже не только белое, светлое, которое просвечивает, подушки очень некрасиво смотрятся. А эти бежевые я как раз таки уберу в коробки и под кровать. Глажу я всегда с парогенератором. Это отличная штука, я прям советую. Я в прошлом ролике говорила про него, показывала, как я глажу шторы. Всегда одеваю постельное и потом прохожусь с ним по одному разу. Гладит просто отлично. Знаю, что некоторые вообще не гладят постельное белье, но я так не могу. Скажу даже больше. Федя считает, что я немного ненормальная на голову, потому что
через буквально 2-3 дня после того, как я поменяла постельное белье, я прохожусь с ним еще раз. Не знаю, не могу спать на мятом постельном белье. Именно эта расцветка мне очень нравится. Но на самом деле купила я ее вначале для Лерки, но Лерка сейчас спит с нами. Покупали мы его в магазине «Мой любимый Василек». Привет, сладкая. Привет, моя доченька. Диба, Как у тебя дела? чего поедешь? Все хорошо? Диба, Будем спать? перейди, Спать будем? диди, Будем спать. Нет? Не хочешь спать, да, доча? Ну ладно, тогда давай пока скажем и пойдем кушать, да? Пока! Давай воздушный поцелуй сделай. Пока. не, Так, и вот они окна, они довольно-таки грязные, капли видны с той стороны, но я прошлась и с этой стороны тоже. Не все я, конечно, засняла, но так, несколько моментов. Для мытья окон я использовала пылесос Керхер. Про него я рассказывала в прошлом видео. Обычное средство для стекол. Тряпочку, кстати, я стираю постоянно, и она прям как новая. Тряпочки обычные, у меня их несколько штук. И вот такое средство. Советую его, кстати, тоже классное. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Maybe I'm just too weak. Maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when Ну и все, я помыла с двух сторон. Красота, блестит. Но сейчас пойдут первые дожди у нас, весна. Вот, и придется снова их намывать. Но с обратной стороны можно уже запускать робота-пылесосом. Ну а дальше и так понятно, что осталось самое приятное. Это просто протереть пыль везде, пропылесосить, помыть плинтуса, помыть полы. or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Ковер мы купили совсем недавно, перед переездом. Я рада, что мы его приобрели, потому что комната стала такой прям уютной. Вот в гардеробной комнате, которую вы смотрели недавно, мы ее закончили, но там не хватает ковра.
там не хватает цветов, не хватает картин. Комната кажется незаконченной. На мой взгляд, законченная комната — это именно наша спальня. В кухне-гостиной на стенке, где стоит телевизор, она вообще практически пустая. Мы сейчас думаем, что может туда лучше подойти. Шторы, кстати, несмотря на то, что они светлые, солнечные лучи не попадают, они хорошо защищают. Я рада, что их приобрела. Они отлично вписались в наш интерьер, в нашу спальню. И вот тут постер с фикс-прайсом, рамочка, правда, ее, мне кажется, надо перекрасить серебро, но никак не подходит тут. Федя предлагает покрасить в белый. Я думаю, что нужно покрасить в золотой цвет. Ну и вот закончила я убираться в нашей спальне. Я считаю, что она получилась прям уютной, классной. Напишите, пожалуйста, про комод, но я, скорее всего, пока его здесь оставлю. Мне удобно. Да, может быть, то зеркало золотое, оно смотрелось лучше, но оно нужнее в коридоре. Я потом покажу, где оно будет стоять. Вы все знаете, что у нас в гардеробной не поместилось одно зеркало. Вот, его мы повесим, скорее всего, нашей Лерке, а зеркало золотое, которое стояло в нашей спальне, оно пойдет в коридор, который рядом с кухней, гостиной и гардеробной. А у нас было уже 2 часа дня, и мои попросили что-нибудь приготовить к чаю. И я решила испечь запеканку кокосовую и кнедлики. Я сейчас чуть позже покажу вам, как я их делаю. Ну а пока начнем с запеканки. У меня форма 18 сантиметров диаметра. Для запеканки нам потребуется, конечно же, творог 500 грамм, сахара 150 грамм, 1 чайная ложка ванильного сахара, 3 яйца, жирные сливки или сметана, соль по вкусу, 1 столовая ложка кукурузного крахмала и кокосовую стружку по вкусу. Я взяла 2 столовые ложки. Рецепт очень простой. Для начала мы берем творог, яйца, сахар и ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем до растворения сахара. Далее добавляем муку, кокосовую стружку, жирные сливки или сметану можно. И снова все перемешиваем. Не обязательно это делать с миксером. У кого его нет, можно просто перемешать венчиком, например. Далее берем форму. Желательно, если вы не уверены в вашей форме, смажьте растительным или сливочным маслом. Или застелите пергаментом. Вот такое мягкое воздушное тесто у меня получилось. Перекладываем его в форму, разравниваем. Я сверху еще посыпала миндальными лепестками. Конечно, этот момент можно пропустить. Можно вообще ничего не добавлять, а можно добавить любые фрукты или орешки, например, шоколад. Выпекаем 30-40 минут при 160 градусах. Далее минут 10-15 ставим 180 градусов. Должна хорошо зарумяниться. Вот такого красивого цвета она должна получиться. Обязательно проверяйте шпажкой или зубочисткой на готовность. Она должна выходить сухой. После того, как запеклась наша запеканка, ее необходимо остудить. Я сделала это на такой сетке, накрыла салфеткой и потом занялась рецептом для деток. Для него нам потребуется творог, яйца, сахар, ванильный сахар,
щепотка соли, мука, вишня и кукурузный крахмал. В конце я покажу для чего. Этот рецепт похож на ленивые вареники, но мне кажется, он намного вкуснее, обязательно попробуйте. Здесь вообще все проще простого. Смешиваем все ингредиенты, кроме вишни и кукурузного крахмала. После того, как все смешали, берем немного муки, кукурузного крахмала, смешиваем все на столе. Берем немного теста, в середину выкладываем вишню и делаем все, как показано на видео. По форме можете делать абсолютно любые, мы любим покрупнее. По этому рецепту их получается немало. Половину я всегда замораживаю, и потом с утра, когда прям очень хочется деткам или нам, я просто варю 2-3 минуты и готово. Кстати, если не нравится вишня, можете взять абсолютно любую начинку. Можно вообще без нее, я делала. Получается супер вкусно. Тем более готовятся они быстро. Если, конечно, вы сразу с морозилки их готовите, то, конечно, нужно подольше подержать. А если заранее достанете, разморозите, то максимум 5 минут и готово. Накрыла я сразу на стол. Кнедлик я всегда подаю со сметаной и джемом. Можно также джем заменить сгущенкой или некоторые посыпают сахаром. А запеканку я советую есть не просто остывшей, а именно после холодильника. Она получается мягкой, воздушной, очень вкусной, в меру сладкой. И да, если не любите кокосовую стружку, ее можно не использовать. Когда я готовила запеканку первый раз, я кокосовую стружку даже не добавляла. Это потом я увидела как-то у одного блогера и решила попробовать. И получилось прям то, что надо. Но это потому, что я люблю кокос. И в этот день я также приготовила пиццу. Громко сказано, конечно, приготовила. Просто взяла слоеное тесто, начинку из того, что было в холодильнике. Колбаса, помидоры, сыр, заливка та, которую я готовила в прошлом видео. Времени заняло всего лишь 5 минут. Кто сейчас ужинает, обедает, ну или завтракает, всем приятного аппетита. Ну а после готовки, конечно же, я занялась уборкой кухни. Вроде, знаете, ничего такого не готовила, но посуды было столько, как будто бы я целый ресторан накормила. В этот день, кстати, я помыла все кружки Пемолюксом. Делаю я это через день, бывает через 2 дня. Все равно посудомоечная машина, она не убирает вот этот налет от чая и кофе. Не знаю, у меня это так или у всех. Напишите, у кого есть посудомойка. Очень будет интересно прочитать. Кстати, все рецепты я буду выкладывать в контакт, скорее всего. Не знаю, как насчет Инстаграма. Я туда практически сейчас не захожу. Хотя все блогеры, которых я знаю, с которыми я переписываюсь, они говорят, что все отлично работает и охваты у кого больше, у кого меньше. Но тем не менее Инстаграм работает с VPN, конечно же. И все как выкладывали посты и сторис, так и до сих пор это делают. Я немного не понимаю, для чего там сидеть, если многие уже перестали туда заходить, и свою страницу ты не можешь продвинуть, потому что таргет и рекламу покупать невозможно больше.
Поэтому мы завели Telegram и ВКонтакте. Ну и Инстаграм можно протестировать, но вряд ли там что-то получится без рекламы. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, хотите что-то, чтобы мы разобрали именно видео, пишите лучше всего в контакт, в сообщении в группе. Мы будем выбирать самые популярные вопросы и разбирать это в видео. You probably think I'm hurting, but darling, I'll be fine. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm broken, I swear that I'm alright. It's just a little heartbreak, and heartbreak fades with time. You probably think I'm hurting. Don't forget to light the candles. Chase the shadows with those bright lights. Keep the warmth up through the cold nights. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see the light. Ну а уборку кухни я закончила. Везде чистота, я довольна. И хочу вам показать классную, суперскую скатерть, которая пришла нам с магазина «Любимый Василек». А полный обзор вы сможете увидеть, скорее всего, в следующем видео на канале «Будни Федора». Но сейчас я не удержалась и решила все-таки вам показать. Заказала еще 4 салфетки на пробу. Мне прям все понравилось, поэтому салфетки еще дозакажу. И на этой прекрасной ноте, дорогие наши подписчики, мы будем заканчивать это видео. Хочу вам пожелать здоровья прежде всего, семейного счастья и любви. И напоследок расскажу одну любимую известную притчу. Мы с женой прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла небольшой хлебец. Она пекла его каждое утро. За завтраком она разрезала хлеб на половинки, намазала их маслом и, как обычно, собралась передать мужу хрустящую горбушку. Но на полупути ее рука остановилась. Она подумала: в день нашего 30-летия я хочу сама съесть горбушку. Я мечтала об этом целых 30 лет и заслужила верхнюю половинку. Была примерной женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом. И она передала мужу обычную часть хлеба с мякишем. Такого она никогда не позволяла себе за все 30 лет совместной жизни. А муж взял хлеб
и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый подарок ты сделала мне сегодня. Я с детства люблю хлебный мякиш, но из-за того, что ты всегда брала его себе, не смел тебе перечить в этом». Мораль притчи гласит о том, что у каждого человека будет настоящая любовь только тогда, когда он научится отдавать больше, чем брать у второй половинки. Так вот, каждому из вас я желаю, пусть человек, который окажется рядом с вами, будет заботиться о вас и дарить самые приятные моменты. Всем пока-пока.